Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Карина, и я живу в Италии, в прекрасном Риме, уже почти 5 лет. Я прошла путь от простой студентки до старшего консультанта в одной из компаний Большой Четверки. И в этом видео я расскажу, как я сняла свою первую отдельную квартиру в Риме. Какие документы мне понадобились, через что мне пришлось пройти, сколько это стоит. И в конце небольшой рум-тур по моей новой квартире. Так что оставайтесь до конца, будет интересно и полезно. Поехали! Итак, для начала поговорим о том, какая вообще ситуация на рынке жилья в Риме. Ну, непростая, скажем так. А сейчас, я думаю, что во всей Европе серьезный кризис на рынке недвижимости, спрос намного превышает предложение, поэтому цены невероятно высокие на съем жилья и также на покупку жилья, особенно в самых крупных городах Италии, таких как Рим и Милан. Цены на квартиры в Риме стартуют примерно от 1000 евро, включая коммунальные платежи. И, конечно, учитывая соотношение римских зарплат и стоимость на съем квартир, большинство людей здесь все-таки снимают комнаты. Да, кстати, если вам интересна тема зарплат в Италии и, в частности, в Риме, то вы можете посмотреть мое видео, где я рассказывала всю правду о жизни в Италии. Я оставлю ссылку под этим видео. В итоге ситуация такая, что даже несмотря на огромные цены, все равно спрос просто огромный, очень много людей находится в поисках отдельного жилья здесь, и поэтому хорошие объявления исчезают, как правило, в течение 30 минут, то есть стоит только появиться более-менее приличному варианту, сразу же выстраивается в очередь 100 человек, и тут же, буквально там с первого раза, можно сказать, находится съемщик. Я переехала в Рим в 2020 году в сентябре, и с тех пор до недавнего момента я всегда снимала отдельную комнату, потому что, я финансово не могла позволить себе снимать отдельную квартиру. И вот, наконец-то, буквально 2 месяца назад я переехала в свою новую отдельную квартиру. Итак, где же я искала и как? Сайт номер 1, пожалуй, самый популярный, где я в итоге и нашла эту квартиру, это Idealista. Далее Immobiliare, Casa.it и немножечко смотрела также на Subito. Все ссылки я оставлю под этим видео. Я также спрашивала во всех русскоговорящих чатах, в которых я состою, в Telegram, также в группах на Фейсбуке, но, если честно, никто особо не откликнулся, хотя несколько моих знакомых нашли квартиры именно вот таким образом, через, скажем так, русскоговорящий нетворк здесь, в Риме. Также на Фейсбуке очень много итальянских групп, где можно искать квартиры, комнаты, но я в этот раз ими не пользовалась, потому что, если честно, в последнее время там происходит просто какой-то тотальный трэш, там очень много скама, и не знаю, если честно, ни разу мне не удавалось найти ни в одной группе на Фейсбуке что-то более-менее приличное, даже комнату, квартиру и все предыдущие комнаты, в которых я жила, я находила либо на Idealista, либо на Subito. Группы на Фейсбуках, если честно, я, наверное, не очень рекомендую, особенно для поиска отдельной квартиры. Итак, сколько же по времени я искала и где я в итоге нашла свою квартиру? Я начала искать примерно в середине декабря, но, конечно же, декабрь — это достаточно мертвый сезон, Рождество, Новый год, все вот эти праздники, и поэтому я, просматривала, но не очень активно. Активный поиск я начала в январе, вот именно когда закончились все праздники. И ближе к середине февраля я нашла эту квартиру. На самом деле все произошло очень быстро. Я правда не ожидала, что у меня получится так быстро найти, но я реально искала прям целыми днями. То есть если я не работала свою основную работу, то я искала квартиры. Я смотрела везде, где только можно, вот только у меня появлялась свободная секунда, грубо говоря, я тут же открывала и мониторила. Где же находится квартира? Квартира находится не совсем в Риме. Квартира находится в Остии. Остия — это приморский район Рима. Административно он все еще входит в состав Рима, и доехать до сюда на самом деле можно на метро. В Риме есть метро Маре, который соединяет Остию с центром Рима. И доехать можно примерно за 40 минут. В чем плюс? Конечно же,
Цены здесь ниже, чем в Риме. Чуть позже я скажу, сколько конкретно я плачу за эту квартиру. И атмосфера здесь, ну, пока что намного спокойнее. Я уж не знаю, как будет летом. Наверное, летом будет все-таки немножечко больше движухи, потому что из Рима, наоборот, все будут приезжать сюда. Но сейчас здесь мне вот именно нравится, что здесь такая спокойная атмосфера, что море буквально в 5 минутах от дома. И после толп туристов в Риме я здесь реально отдыхаю. Единственный минус то, что немного далековато от центра, но я работаю удаленно, мне не нужно ездить в офис каждый день, поэтому для меня это абсолютно не проблема. Так что пока для себя я вижу, в принципе, одни плюсы, и я очень довольна этим местом. А какие документы я предоставляла для того, чтобы снять квартиру? Конечно же, самый главный документ, который вам потребуется, это финансовая гарантия. В Италии, пожалуй, таким документом в первую очередь является бессрочный рабочий контракт. Я бы сказала, что это прям вот самое-самое главное требование, если вы претендуете на отдельное жилье здесь, в Италии. У меня бессрочный контракт с 1 февраля. До этого у меня тоже был контракт, но он был 2-годовой. И с предыдущим контрактом, когда я пробовала искать отдельную квартиру, мне постоянно отказывали, потому что для них такой контракт не являлся надежной гарантией. На своем опыте я слышала, что некоторым удавалось даже вот с таким контрактом, не бессрочным, снимать отдельное жилье, но при этом нужно было предоставлять какую-то дополнительную финансовую гарантию. Как правило, это должен быть гарант, поручитель, который предоставит, в свою очередь, свою финансовую гарантию. То есть это может быть, например, выписка с банковского счета с какой-то приличной суммой. Далее, помимо рабочего контракта, я также предоставляла свои последние 2 буста пага. Буста пага здесь, в Италии, это как расчетный лист, где видна твоя зарплата брутто и твоя зарплата нетто, сколько ты в итоге получаешь на руки в месяц. Да, то есть вот контракта недостаточно, они также должны видеть именно вот сколько тебе приходит на банковский счет, чтобы понимать, что ты не будешь отдавать, грубо говоря, 70-80% своей зарплаты за аренду жилья. Далее, ну из-за того, что я не являюсь гражданкой Италии, я предоставляла вид на жительство. Вот, то есть обязательно должен быть документ, который подтверждает, что ты находишься в этой стране легально. Ну и стандартно копия паспорта, фискальный код, налоговый код. В Италии без этого кода, кодиче фискале, вы не сможете сделать ничего, грубо говоря, вы никто и звать вас никак, поэтому на самом деле, да, первое, что нужно сделать по приезде в Италию, это получить кодиче фискале. Сколько же я плачу за эту квартиру? Арендная плата в месяц по контракту 750 евро. Плюс к этой сумме я каждый месяц должна еще добавлять 50 евро за кондоминиум. Это как бы общее обслуживание дома. То есть получается, что каждый месяц своей хозяйке я перевожу 800 евро. Ну и, разумеется, сверху все платежи, это газ, электричество, вода, отопление, интернет. А счета здесь приходят раз в 2 месяца. Я пока еще не получила ни один счет. Жду с нетерпением. Так что в итоге будет, наверное, выходить около 950 евро в месяц, возможно, ближе к 1000 евро в месяц, но в любом случае за такую квартиру в Риме я бы платила куда больше, так как это не монолокале, это полноценная двухкомнатная квартира, довольно просторная, с большим балконом, что для меня было очень важно, светлая, уютная и до моря пешком 5 минут. Что еще можно желать? И да, кстати, еще один важный комментарий. Я эту квартиру сняла через агентство. Обычно, конечно же, все хотят снимать через привато, то есть через частное лицо, не через агенцию, потому что агенции, конечно же, нужно платить комиссию. И, конечно же, комиссия довольно немаленькая. То есть, как правило, она составляет либо месячную стоимость аренды, либо, как было в моем случае, 10% от годовой суммы арендной платы. То есть в итоге я заплатила 900 евро комиссии агентству. Конечно же, это не маленькие деньги, но я действительно была почти в отчаянии. Я очень хотела
переехать. И даже когда я увидела, что это агентство, я все равно назначила просмотр, я приехала на следующий день, мне все понравилось. И более того, я увидела, что сеньора, сотрудница агентства, оказалась супер профессиональной, супер отзывчивой. Она четко ответила на все мои вопросы. Ну и, соответственно, скажем так, это развеяло мои сомнения. Так что на самом деле агентство — это не всегда плохо. Иногда это может быть даже удобнее, быстрее и надежнее. Также я должна сказать, что мне очень повезло с моим бывшим арендодателем, потому что я предупредила его о том, что съезжаю за 2 недели, в то время как по контракту я должна была предупредить его за 2 месяца. То есть 2 месяца — это примерно такой стандартный срок по контракту. Но я с ним прям постаралась, все очень хорошо поговорила, все объяснила, и он, к счастью, пошел мне навстречу и сказал, чтобы я не переживала, и он в итоге вернул мне мой депозит. И я должна сказать, что это очень редкая ситуация, потому что он вообще-то имел полное право не возвращать мне вообще ничего, но в то же самое время он, по сути, ничего не потерял, потому что он сразу же нашел новую девочку на мое место, и в тот день, когда съехала я, в этот же день заехала новая девочка. Итак, ребята, теперь я хочу поделиться с вами своими личными лайфхаками для поиска квартиры. Если вы сейчас находитесь в поиске, и я знаю, что это нелегко, я думаю, что это действительно может вам помочь. Первое. Обязательно включайте уведомления. Установите себе на телефон все приложения. В моем случае это были Idealista, Immobiliare, Casa.it. И везде я включила уведомления, мгновенные уведомления. Там также можно настроить фильтры, и в итоге уведомления будут приходить только о тех вариантах, которые вам интересны. Вы можете выбрать, какая зона вам интересна, ценовой диапазон, какие-то специфические характеристики, например, количество комнат, балкон. Действительно, там можно очень много всего настроить, так что уведомления будут приходить только в том случае, если опубликовали что-то, что вам может быть интересно. Мой второй совет — это реагировать молниеносно. Как только вы видите, что опубликовали какой-то вариант, который более-менее подходит вашим критериям, пишите, а лучше звоните. Если указан номер телефона, то обязательно нужно сразу же звонить. Потому что, как я уже говорила, спрос огромный, и как только выходит какой-то новый вариант, сразу же 100 человек звонят, пишут, выстраиваются в очередь. Даже договориться о просмотре может быть нелегко. У меня были такие ситуации, когда выходило какое-то объявление, да, но я не могла позвонить или написать сразу же, потому что, допустим, я была на какой-то встрече рабочей, и в итоге только через несколько часов я звонила, а мне уже говорили: ой, ты знаешь, нам тут уже 50 человек позвонило, и мы уже назначили все просмотры, поэтому давай так, оставь нам свой номер телефона, если квартира еще будет не сдана, то мы тебе перезвоним. Конечно же, мне никогда никто не перезванивал. Следующий лайфхак. У меня всегда было под рукой заготовлено небольшое сообщение, которое я просто копировала и всем отправляла, где я писала: всем привет, меня зовут так-то, так-то, мне столько-то лет, я работаю там-то. То есть, да, максимально вот вся информация про меня, которая нужна арендодателю. И, то есть, эти сообщения я тоже отправляла просто везде, где только можно, на все варианты, которые мне нравились, я отправляла это сообщение. И да, кстати, наверное, я его тоже оставлю в комментариях под этим видео. Думаю, что кому-то может быть полезно. Ну и последнее, я помню, что я приготовила даже такой мини-резюме про себя, то есть прям файл PDF со своей фотографией, где я указала основную информацию про себя. То есть у меня получился такой симпатичный файл, где все было видно наглядно, и я помню, что я делала тоже рассылки, я рассылала это резюме в агентство недвижимости и также в ответ на какие-то объявления. В целом, должна сказать, что очень многое будет зависеть от вашей скорости. То есть, да, еще раз повторяю, наверное, самый главный мой совет — это быстро реагировать, быть уверенным в себе. То есть, когда вы придете на просмотр, действительно показать свою заинтересованность, быть уверенным, произвести хорошее впечатление, иметь под рукой все документы,
Ну и, наверное, немножечко рассчитывать на удачу. Я думаю, что удача никогда не бывает лишней. Ребята, я решила показать вам наглядный пример, как настроить автоматические оповещения на сайте Идеалиста, где я как раз нашла свою квартиру, и потом мы также посмотрим, как это сделать на втором популярном сайте, это immobiliare.it. Начинаем с сайта Идеалиста. Сейчас я здесь на главной странице, я включила английский язык, чтобы было понятнее. Во-первых, по поводу моего профиля. Как видите, я также здесь постаралась максимально заполнить основную информацию о себе, чтобы все было наглядно. Я поставила себе аватарку, обязательно нужно указать, конечно же, свои контактные данные. Здесь, скажем так, основные данные обо мне, что я ищу для одного человека, для себя, у меня нет домашних животных, я flexible в плане дат заезда, ну и здесь краткое описание обо мне на итальянском, что я ищу на долгий срок, где и кем я работаю, и что я персона ответственная, спокойная, аккуратная и не курю. Да, мне кажется, что это тоже в каком-то плане может повысить ваши шансы при поиске квартиры, если вы заполните свой профиль. Далее. Давайте теперь посмотрим, как работает поиск. Так, сейчас в My Searches, вот здесь у меня, кстати, сохранен мой последний поиск. Я искала квартиры в Риме до 850 евро, всех размеров, мебелированные с балконом на долгий срок. Угу. Мы также можем начать новый поиск, либо прямиком отсюда, либо, например, давайте мы начнем с главной страницы сайта. Окей, здесь я выбираю Rent Homes, или вы можете выбрать Rooms, Garages, не знаю, все, что вас интересует. Допустим, я ищу в Риме. И далее здесь я могу выбрать какой-то конкретный район, или я также могу нарисовать зону, которая меня интересует. Давайте предположим, что меня интересует весь Рим, и я нажимаю вот сюда, чтобы увидеть все предложения в пределах Рима. И здесь мы видим более 3000 объявлений. Мы можем сузить свой поиск, воспользовавшись фильтрами с левой стороны. Например, я укажу максимальную цену, пусть это будет 1000 евро. Далее, допустим, меня интересует только аренда на долгий срок. Квартиры. Здесь я также могу выбрать количество комнат. Допустим, я хочу 2 комнаты. Количество комнат, в каком состоянии. Допустим, я хочу либо хорошее состояние, либо новые квартиры. Ну и дальше всяческие фильтры. Если вы с животными, вы можете выбрать Pets Allowed. Если вы хотите кондиционер, чтобы был лифт, чтобы был сад, балкон, терраса и так далее. Да. В общем, все возможные фильтры вы можете настроить здесь. И потом, как только вы закончили, вы можете сохранить свой поиск, нажав вот сюда. Здесь вы можете придумать какое-то имя и просто нажимаете «Сохранить». Окей, прекрасно. Теперь вы можете видеть его в разделе Your Searches. И как видите, здесь активированы автоматические оповещения. Как только будет публиковаться что-то новое, вам сразу же будет приходить оповещение. Здесь вы также можете активировать ежедневный summary, если вы хотите, чтобы раз в день вам на email приходил summary всех новых объявлений, которые вышли. Далее посмотрим, как работает поиск на сайте Immobiliare. Ну, здесь, в принципе, все очень похоже. В данный момент у меня в профиле нет никаких сохраненных поисков, поэтому я выбираю «Начать новый». Так, здесь на Immobiliare у нас все на итальянском. Давайте я попрошу Google перевести на английский, чтобы было более понятно. Опять же, здесь я выбираю apartments. И здесь у меня уже выбран Рим, весь город. Окей, давайте так и оставим. И начинаем поиск. Как видите, предложений очень много, но почему-то я вижу, что я выбрала
покупку, хотя вообще-то меня интересует аренда, афитто. Окей, прекрасно. Теперь мы видим то, что сдается в аренду. Опять же, здесь первым делом давайте, может быть, отфильтруем цену, что меня интересует в пределах 1000 евро. Ну и тут, как видите, также различные фильтры, количество комнат, количество ванных комнат. И также, не знаю, вдруг вы хотите балкон. Окей. Вот, в общем-то, и все. И если вы хотите сохранить этот поиск, нажимаем на Save Search, придумываем также какое-то имя, Houses in Rome. И здесь мы выбираем, как часто мы хотим получать оповещение. Я советую сделать immediate, то есть как только выходит что-то новое, вам приходит оповещение. И, в общем-то, все. Нажимаем «Сохранить». И наш поиск был сохранен. Теперь вы можете увидеть его в разделе «Сохраненные поиски». Ну что, ребята, а теперь, как и обещала, покажу вам небольшой рум-тур. Добро пожаловать! И первое, что мы видим, это коридор и вот такой интересный винтажный потрепанный шкаф. Прям самый настоящий раритет, я бы сказала. Далее кладовка и гостиная. Очень светлая, приятная комната. Я в основном здесь работаю. Потом идет кухня. Такая узкая, длинная кухня, но в принципе достаточно места и есть все необходимое. И обеденный стол есть также в гостиной. Это я, всем привет. Это ванная таких приличных размеров. И, наконец, спальня. Тоже очень светлая. Я прям люблю, что в этой квартире много света, особенно утром. Это я. И я здесь показываю, как я классно загорела. Это я так ходила бегать возле моря. Это мой каланхоэ цветущий. Ну и, в общем-то, на этом все. Спасибо за просмотр. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вы сейчас находитесь в поисках комнаты или квартиры в Италии, я желаю вам удачи. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, то, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео. Ну а если у вас еще остались вопросы, то пишите в комментариях. И подписывайтесь на мой канал, если вам интересна тема жизни в Италии. Впереди будет еще очень много полезного контента. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Ciao!